Ну вот он в бок ушел, не паровозил. О, прогонистый, наверное, местный. Уже здесь выведены. Знаете что? Они же тоже. Так. Привет, ребят. Что такое рыбалка поздней осенью? Это вот когда приезжаешь, листва летит, холодно, реально холодно. И у вас запас вещей для того, чтобы и топиться, и жить, и все остальное. Вот, видите, целый прицеп. Здесь и газовый баллон, и отопление, и палатка, и все что угодно, для того, чтобы комфортно себя чувствовать. Ну что, я раскладываться. Не знаю, как поклёво будет, но тепло переночевать удастся, я думаю. Так что вперед. Главное не останавливаться, а идти к своей цели. Так, ребят, пока еще не ставил удочки, сейчас пока корм приготовлю, чтобы он готовился, был готов к использованию, и тогда насадки удочки дать. Взял пелица 3, 5 и 8 миллиметров, нежирный, и хочу первым делом его смочить. Нутрамина, так, там 15 миллиметров на килограмм, здесь у меня получается 3 килограмма, в колпачке 5 миллилитров. Ну, погнали. Раз, два, три. Два, три. Сейчас поздняя осень. Аминокислот нужны все-таки, мне кажется. Все, отлично. Казалось бы, очень мало, но вот обволакивает очень хорошо и впитывает. Следующий у меня будет бойлы, но бойлы вареные, естественно. Можно крылья использовать, но именно я их покрушу. И это у меня кальмар клюква. Рыба должна быть в корме, мне кажется. И сейчас нет смысла совершенно добавлять именно резаные или целые, мне кажется. Все-таки. Кстати, сейчас 8,8 градусов вода. Холодная. Я не знаю вообще, чуть поймаю или нет. Хотя рыбка гуляет. Отплескивается. Не активно, но видно, что она есть. Ну, цель больше разломать бойлы, чем или превратить. Такая крошка, чтобы была. Так. Килограмм бойлов. И я сейчас добавлю еще чек-тоник. Чек-тоник, 2 крышки. На этот объем вполне хватит. Тоже аминокислоты. В общем, все будет на аминокислоты. Но бойлов здесь мало. Я завтра буду увеличивать количество бойлов. Сейчас так. И у меня есть сваренная кукуруза, конопля и дробленая, и тигровый орех. Прям вот через мясорубку. Вот смотрите, видите, тигровый орех. Сухой-сухой. А, не, влажненький. Еще нормальный. И вот такой рассыпчатый. И вот такая основа у меня будет. Я в этом месте ловил, я знаю 3 точки. Вот здесь, здесь, вот там и в ручье. То есть одно удилище, одна точка будет. Цели много кормить нету.
Так, все. И, кстати, и сверху. Аминокислоты, они впитались в пелес, в бойлы, там немного обволокли. И у меня есть Hot Demon аминосироп. Все-таки холодное время года, поэтому добавим Hot Demon. И оставим на завтра чуть-чуть. Ну да, запах аминокислот и Hot Demon есть. Все, он остается. Сейчас удильщик будет заниматься. Ух ты, шкина. Ребят, уже готовился спать. И вот он, выше. Тигровый орех в работе. Даже не ожидал. Холодно. Реально холодно. Что, таскаешь по полному, как летом? Вообще вот так. Вон сверху тень ходит. Есть. Карп. Да хороший. Ага. Слушайте, ребят, вот такой. Вообще, ну, экземпляр шикарный. Ух ты, нифига себе. Вот это у тебя размерчик. Слушайте, ребят, ну я реально не ожидал. У него, ну хороший, ну реально. Такой пузатый, огромный карп. Че, отцепился уж, да? Ну давай, я тебя вытащу. Крючок, ребят, деликатный, 8. Тигровый орех. Ребят, тигровый орех работает. Блин, даже не ожидал, что будут зерновые. Работают именно вот холодная, реально. Сейчас 8-9 градусов температура. И вот такой карп. Ну это больше червонца. Классный. Смотрите, какой классный. Я его сейчас в мешок. Завтра с утра взвешу, вам покажу, что все было красиво, видно. Все остальное. Ну реально, он пузатый. Значит, самка. Да, ближе к самке. Блин, вот это первый ночной гость. Ребят, рыбалка поздней осенью по холодной воде. Как хотите. Сегодня 1 октября, но реально очень холодно. Это не Краснодарский край. В Воронеже реально холодно. И у меня многие друзья даже не поехали на рыбалку. Кто-то поехал, конечно же, на дом. Но кто-то не поехал из-за того, что холодно. С ночевкой я имею в виду.
У меня в палатке сейчас работает теплообменник. Чтобы вы понимали, что все-таки холодно сейчас ловить рыбу. И я встал именно в коряжник, где я ловлю весной. Я на этом пруду весной люблю в коряжнике ловить. И прямо перед коряжником прикормился. Какая яма? Яма вон там, в полкилометра отсюда. А это коряжник. И здесь рыбка, вот видите, ночью стоит. Блин, классно, вот такие эмоции. Ну что, а я перезакинулся. И, кстати, вот место, где я ловлю, прям недалеко от берега. И там вот прям перед корягой. То есть там глубина небольшая, там 1,5 метра максимум. Вот те сюрпризы поздней осенью. Рыбка, получается, стоит там, где она любит стоять и ходить. Не ушла она на яму. Ребят, чтобы вы понимали, я эту удочку крайнюю, которую сейчас клюнул, я ее с руки не закидываю. Я захожу вдоль берега, и вон возле коряжника. Вон, не знаю, видно там, но темно, наверное, завтра покажу более подробно. Возле коряжника вот так с руки закидываю, прохожу по берегу и вот ставлю ее. Там 1,5 метра глубина перед корягой. А вот в той стороне, через 500 метров, там 600, там как раз плотина, там как раз яма. Рыба здесь еще, а холодно, реально холодно. Ну так что поставил, ждем, что будет дальше. Мне даже интересный эксперимент. Ловлю в корягах. Не ранней весной, где всегда знаю, что рыба здесь стоит, а именно по холодной воде. Неизвестно, что поймаешь. Именно по холодной воде, именно на меляке в корягах. И сегодня именно такая рыбалочка. Ребят, я такой активности не ожидал. Сейчас утром, получается, один обрыв вышел прямо в коряге. Там ничего не сделаешь. Надо уводить точку от коряг подальше. И вот дальняя точка. Будет ссылка в описании. Мы участвовали в соревнованиях. И там ручей течет. Я туда обязательно поставил удилище. И вот сейчас там клюнуло. Но поклевка была вялая, не провоз, потому что там вот прям перед берегом точка. Она вот правая рыбка отошла чуть, пикнула и все. Я по леске подошел, посмотрел, а леска тоже вправо ушла. Вот так. Даже интересно, кто там тихонько клюет. Ну, активность есть. Ночью еще был сход в коряге обидный. Прямо обидный. Карпик. Ну, вот он в бок ушел, не паровозил. О, прогонистый, наверное, местный. Уже здесь выведены. Знаете, что они же тоже. Так. Все в тапках бегаю, блин. В палатке жара от печки. Видите? О! Мороз был ночью. На мате. Ох ты. Меня все больше поражает, что я стою вот именно... Меня все больше поражает, что я стою именно на меляке. В самом конце, где вот весной ловится активно рыба.
Какой хороший прогонистый карп. Получается, он здесь развелся, да? Слушайте, какой красивый. Вот как раз, когда разводится местный карп на пруду, он такой продолговатый. Смотрите. Вот. Но в любом случае, радует. Так, прокол мой. Дальше, да, наверное, прокольчики были, но уже зажили. Вот такой утренний карпик, которого вытащил. Еще один там висит на леске, наверное, сейчас придется обрывать, ничего не получится его вытащить. Очень радует поклевки. Получается, у меня 4-я поклевка. И я только вечером, в 7 часов вечера вчера прикормился, закинулся, и вот пошли поклевки. Классно. Рыбалка по холодной воде, заморозки ночью, а карп активно клюет. Вот такой. Так, давайте выпущу с подсака. За карповой сумкой лежит далеко. Оп. Ушел. На мясное потянуло, на мясное его. Так, утренний перезаброс, все удилище перезабросил и увеличил количество именно тигровый орех с пробкой насадка. Обязательно покажу в видео, смотрите дальше, как делаю. Ну, кто знает, тот умеет. Ушел сильно от коряк, метров на 4 на 5, потому что не хочется больше отрывать ничего совершенно. Все, выставил, сейчас позакормлюсь и буду ждать поклевки. Итак, ребят, неожиданная поклевка. Подошел к родподу, занимался своими делами и прям сразу при мне поехала палка. Не знаю, как бы не сошел уже. А, не, сидит. Отлично. Днем солнышко вышло, но все равно холодно. Поставил точку под дальнюю бровку. Амуреныш. Амуреныш. Давай сюда. Оп. Есть, ребят, взял. Ребят, холодно. Солнце так и не греет палатку. Мне пришлось... Я так и топлюсь, в принципе. Сейчас обогревателем. Потому что реально холодно. Ветер холодный. Но меня очень радуют поклевки. Я с утра прикормился. И вот через час пришел амурчик. Ребят, реально это классно. По одной простой причине, что я такой поздней осенью никогда не ловил амуров. Так, на что ты клюнул? А, ну здесь тигровый орех был. Ты его выбил в середину. Реально в этом году тигровый орех
именно с пробкой ловля на него удивляет. Вот пробка осталась. Вот, естественно, сейчас пойду насаживать. Прям вообще какая-то насадка универсальная получается. Последние рыбалки не удалось записать по простой причине, что они были плохо результативные. И вот сейчас после утреннего карпка, утренний амурчик. Такой молодой. Мне кажется, это он здесь растет. Хозяин, если запускает, здесь трофейный уже. Мелочь такой не запускает. Вот такой осенний, поздней осенью, ну что говорить, поздней осенью, холодно, ночью мороз уже стоит. Градусов 8 сейчас температура воды. Такой классный амур. Спасибо, что клюнул. Пойдем отпускаться за папкой, за мамкой. Ох ты! Блин, так по холодной воде я так амуров еще не ловил. Что такая холодная вода была. Давай, отдышись. Все, встал. Быстро ты, быстро. Все, ушел? Классно. Вот такие эмоции. Холодно, а она клюет. Это же классно. Видите, он как поп-ап хорошо приподнят. Его рыба видит. Его рыба не пугается, кажется, естественный цвет. Ну, в общем, как 10-миллиметровый поп-ап плавает с крючком. А крючок у меня здесь 8. Либо 6, либо 8, мне кажется, 8. Ну и дальше по классике. На стик. И полетели. Как же мне выручает хорошо печка зимняя. Мне прям нравится. Все, закидываться. Ребят, мне нравится процесс добывания, как говорится, насадки тигровый орех. Сварил, а потом из ведра его вытаскиваешь. Ну что, сейчас надо выбрать больших тигровых орешков, чтобы сверло проходило. Вот. И я их у себя обычно выбираю, там 5-10 штук, и ложу в водичку, и обязательно в баночку с водой, чтобы они не сморщились, потому что за ночь они ссыхаются. Ну, сейчас достану, пока всю не выкинул в прикормку. Так. Так, о, большой, хороший. Тут тоже пойдет. Так, это в прикормку. Все остальное. Вот это тоже. У меня здесь есть уже дробленый тигровый орех. Вот еще целого добавляю. Так. О, попробую вот такой поставить. Такие огромные. Это тонкий. Видите, уже сопли скоро появятся, но они мне сильно не нужны. Когда сопли появляются, они комковаться начинаются. Мне не нравится. Видите, вот широкий нужен, широкий. Ну, ладно, хватит. Ну вот видите, я выбрал вот такие, чтобы они были широкие и чуть длинненькие. Вот мне этих хватит за глаза на сутки, на двое. Ребят, ну что, солнышко вышло. Настало посмотреть, наверное, время ночного гостя. Весы, сразу скажу,
в новый сезон куплю уже нормальный. Вот. Но не меньше червонца, это точно. Карп. Поверьте, я их ловил много. Вот он, красавец. Гребет куда-то. Вот такой красавец. Ну что, ребят, опа! Он не успокоился еще. Ну давай, дорогой. Опа, покажись. Видите, какой классный хвостяра. Ой. Видать, он брюхо набил, у него он прям тяжелый. И уже круглый, как труба получается. Вот. Уже к зиме приготовился. Вот такая рыбка. Классный экземпляр. Уже багровеет. Слизью покрывается. Вот. Доставил кучу эмоций. Моя первая рыбка, которую я сразу поймал в ночи. Вот. Ну, правда красивая. Мне очень нравится. Вот, особенно харь у него прям, конечно, отъевшийся. Ну, я надеюсь закрыться сегодня хорошо. Именно по бойлам. Дальше на фидер буду ловить. И такая рыбка меня порадовала. Это, конечно, отлично. Вот. Пойдемте отпускать. На пруду вообще никого. Я один. Наверное, все уже решили, что холодно. Либо холодно, либо уже рыба не ловится. А она активна. Вообще погода, конечно, шепчет. Сейчас солнышко выходит. Красота. Такие вот осенние желтые краски. Вообще изумительно все. О, всплеск. Плещется рыба. Рыбка еще гуляет. И кушает. Стоп, стоп, стоп. Сейчас отпущу тебя. Сейчас. Ну, как он стал активно дергаться. Ну, сейчас. Опа. Давай, дорогой, давай. Смотрите, какая. Рыба еще активно. Вон как ушел. Вот это поклевка. Одна с другой перехлестнулась. Ух ты. Ух ты. Смотрите, ребят. Вот это да. Пытаюсь не пустить коряги. Вот это да. Вот это номер. Уже в корягах. Блин, зараза. Все. Как жалко, ё-моё. Капец.
Все. Все. Твою ж мать. Все, я отсюда ротпот убираю в ту сторону. Блин, чтобы быть вот так корягом. Это просто капец какой-то. Итак, ребят, все, нервы не выдержали. У меня стояло в этой стороне ротпот максимально близко ко всем точкам. И как-то получается, что вот так кидал, а точки-то в той стороне. И вот так карп-то раз и уводил. То есть вот так вот закруглялся. Сейчас я его максимально отставил вот сюда. То есть на эту часть моста, чтобы он был как-то вот направлен к точкам в эту сторону. Я затяну фрикционную, карп будет биться в ту сторону, не уходить, и, возможно, сюда будет часть рыбы уходить. И я его вытащу. Ну, а эту сейчас буду отрывать, потому что там хорошо засел в корягах. Там коряга очередная. Блин, как это задолбало. Ну, ничего не поделаешь. Такой принцип ловли в корягах. Ушел. Твою ж мать. Доброе утро, ребят. Вторая ночь прошла без каких-то происшествий. В общем, выспался я хорошо. Вечером была поклевка. И прям хорошая поклевка была. И уже четвертая рыба, как говорится, в корягах. Никуда не деться от этого. Ну, вот такая специфичная рыбалка. Сейчас где-то в районе 7 утра. И вот такое солнышко встает. Утром весь водоем парил. Прям реально парил. Похолодание идет. Очень хорошее. О, кстати, сейчас вам покажу на мате. Вот, смотрите, видите? Снег. Все позамерзло. Ну, в общем, вы поняли, ночью были заморозки. Сейчас как раз все оттаивает. И, кстати, полетела паутина. Что получается, бабе лет, что ли, пошло? Смотрите. Оттаивают удочки. Сигнализаторы. И вот паутина сверху, видите? Паутинка вот полетела, получается. И вот смотрите, она еще по траве. Вот такой сплела узор. Так что вот так. Сейчас я буду потихонечку личные вещи собирать свои. И продолжать ловить. Где-то часов там, в 11-12 поеду уже. Хотя, мне кажется, наоборот, рыбка сейчас активно будет именно с утра до обеда и весь день. Вот. И вот палатка. Тоже вся мокрая. Спасибо накидке. Реально не топился ночью. Прям спал в спальнике. И отлично. Никакого мороза, никакого конденсата внутри. Все отлично. Накидка на палатку прям вот тема хорошая. Ну что, тогда жду поклевки. Сейчас, наверное, еще поменяю
перезакинусь. Насадки все те же самые оставлю. А вот именно просто со стиком перезакинусь, вытащу, перезакинусь. И чуть-чуть по пару ракет кину, чтобы привлечь рыбку. Так, ребят, чуть донасажусь. Тигровый орех у меня 3 штуки стоит. И сейчас еще один сделаю. Пускай будет 4 тигровых ореха стоит. Я вот баночки держу. В общем, блин, тигровый орех такая классная насадка. Вот честно. Получается, я ее сварил. И не надо дополнительно бойлов покупать или еще чего-то. Вот купил, да и все. Вот купил, сварил, и все. И им же кормишь, и им же ловишь. Обалденно. Раньше не обращал внимания на него. Опа, орешек побольше возьму сейчас. А сейчас прям очень нравится. Итак, ближе к теме. Беру пошире орешек, потому что у меня сверло 3. Надо просверлить. Первый раз в магазине купил это сверло, набор, думал, что я покупаю, зачем мне это нужно, бойлы же есть. А сейчас вот видите, поздняя осень, и именно без попапов клюет. Раньше до этого именно с подцапкой попапок клевал, сейчас вот без попапа клюет. То есть все равно рыба избирательно себя ведет. Но в любом случае это классная вещь. И вот такая пробка идет на наборе, наверное, отдельно. Вот под этот же диаметр пробочку. Все, последняя осталась. Надо пробки подкупить. Но, если честно говоря, вот одну сделал вот такую насадку и 2 дня рыбачу. Там на нескольких удочках есть орех, который я 2 дня назад насадил. И до сих пор ловится. Срезаешь лишнее. И надо колоть пробку не вот иглой для монтажа, а именно еще просверлить. Это маленькая заморочка, она мне казалась очень такой напряжной. Ну, сейчас привык, нормально все. Вот так, раз, просверлил, все нормально. И иголка. Так. Крючки. Ну, крючок маленький лучше взять, конечно же. Хотя здесь такие монстры ловятся. И подрежу я с боков. Вот черные точки вот эти подрезаю обычно. Но сильно подрезать я тоже не увлекаюсь этим. Чуть подрезал и хватит. Вот. И стик. Вообще поздней осенью можно вообще на стик и ранней весной ловиться. Одни стики можно использовать, да и все. Классная тишина, утренняя зорька. Лепота, можно сказать. Водоем чуть-чуть в низинке находится. Красота. Никакого ветра. Вот. Сам стик, сама вот эта пробка поднимает на поводок. Получается как нейтралочка. Получается нейтралочка такая плавает. Вот. И можно отлично ловить. Поставлю один с попапом. Вот у меня с попапом. Но он постоял, ничего не было. Я его убирал. Тигровый орех с попапом в августе вообще на ура отловился. Амуры на него прям хорошо шли. Что, закидываться?
Ну что, ребят, осенняя рыбалка — это очень специфичная рыбалка, и поэтому поставить, чтобы карпа на точку, чтобы он постоянно кормился, ну, не всегда удается. Несмотря на то, что сегодня солнечный день, то никаких поклевок нету. То есть была вечером поклевка, уход в корягу вы видели. Я с утра встал, перезакинулся, и идут такие потихонечку-потягунчики. Вот у меня с той стороны 2 удочки, они вот так пик-пик. Соответственно, он как-то берет насадку, что крутится в пятне вот так чуть-чуть и не заглатывает. Уже рыба готовится, наверное, ко сну потихонечку. То есть неактивно питается. И, соответственно, нету засечки, нету подтяжки и нету рыбы. Хотя вот именно сигналы идут. Уже с одной удочки несколько раз, с другой удочки идет так пик-пик, пик-пик. То есть, соответственно, рыба интересуется насадкой, но не активно еще. Уже не активно, как говорится. Всем, кому понравилось, ребят, делитесь этим видео, подписывайтесь. До новых встреч. Ждем, наверное, уже нового сезона, потому что я уже не знаю, поеду ли я на карповую рыбалку именно вот с бойлами, с палаткой, все как положено. А уже поеду на фидер. Следующее видео — фидерная рыбалка на карпа. Потому что карп с похолоданием воды, вот сейчас я мыл руки, очень холодная вода, карп переходит на живот насадки. Червь, опарыш, маленькая кукурузинка и, может быть, даже мотыль. Так что следующие рыбалки именно по фидеру. Всем спасибо, ни хвоста, ни шеи.